Здравствуйте, Ягами Лайт. Умнейший школьник Японии, вариации аниме «Тетрадь смерти», обладает внушительными способностями в социальной инженерии, умелый манипулятор, а также человек, пожелавший стать богом нового мира, который бы сам и создал. Но что же помогало ему в становлении богом? Конечно же, Бихелит и Длань Господня, вернее, Тетрадь смерти. Идеальное орудие убийства. Сегодня я попробую ответить на вопрос, смог бы Лайт добиться хотя бы чего-то без этой тетради. Взглянем, например, на его конкурентов. Эл, Мелло, Ния, Beyond Birthday из новеллы «Другая тетрадь», историю которого мы разобрали в прошлом видео. Все они имели силу в своих руках и без тетради смерти. Благодаря этой силе они смогли победить Ягами, который вечно недооценивал своих противников, и в какой-то момент его высокомерие достигло просто невиданных высот. Парочка запасных планов смогли бы решить проблему сорванного, того, в котором Лайт пафосно побеждает всех своих противников разом. Например, взять навстречу людей с пушками, чем не вариант. Но это не для него, ведь Кира умен, а умные должны сражаться умом, верно? Только вот Тетрадь смерти тоже оружие, и владея этим оружием, будучи таким умным, как Лайт, очень легко решить почти любую свою проблему. Правда, наш главный герой наглядно показал, как можно, используя идеальное орудие убийства, проиграть обычному человеку. Подпишитесь на телеграм-канал. Хочу собрать людей, любящих то же, что и я, в одном месте. Стараюсь писать посты, обсуждать мультсериалы, аниме, кино, игры. В общем, если нужно больше контента, я вас жду по ссылке в описании. Конечно, мы начнем с того, что, очевидно, Ягами Лайт начал свою деятельность по расправлению с преступниками только из-за полученной случайно тетради смерти. До этого он был обычным прилежным учеником, сыном своих родителей, братом своей сестренки, законопослушным гражданином своей страны. И потому странно обсуждать, что бы делал человек в ситуации, не имея того, без чего бы он в этой ситуации попросту не оказался. Однако мы попробуем лишь понять, действительно ли Лайт умен. Предположим, насколько его заслуги его, а не тетрадки, Рюка, Рэм, Мисы и так далее. Если бы Ягами, не имея тетради смерти, захотел стать детективом или преступником, как, например, Beyond Birthday, и противостоял бы Эл, смог бы он составить ему конкуренцию? Давайте рассуждать и анализировать все по порядку. Заполучив инструмент, благодаря которому боги смерти продлевают себе жизнь, Лайт, следуя своему юношескому максимализму, захотел исправить мир. Он намеренно действовал так, чтобы его заметили. Идея состояла в том, чтобы стать загадочным карателем преступников, легендой в глазах общественности. Появление подобного карателя посеяло бы в людях еще более сильный страх попасть за решетку, чем раньше. Ведь там, помимо заключения под стражу, любого могла бы ожидать мгновенная кара со стороны божественной руки Киры. Правда, идя на подобный шаг, Ягами должен был действовать все равно осторожно, не поддаваться эмоциям, ведь именно так поступают по-настоящему расчетливые и умные люди. Они холодны и не поддаются на провокации. Однако все мы помним ту историю с убийством человека в телевизоре, когда Лайт показал себя далеко не таким человеком. Он быстро отреагировал на провокацию, хотя ничего не мешало игнорировать блюстителя закона, так же как вообще всех блюстителей закона. Цель Ягами — карать преступников. Не полицейских и детективов, которые пытаются его найти, а просто карать преступников. Не предпринимай он никаких действий в сторону полиции, он бы не давал о себе никакой информации. Каким образом любой детектив в мире смог бы вообще вычислить загадочного убийцу, не оставляющего на местах преступлений никаких улик, убивающего на расстоянии, находясь в любом уголке земли? Если цель Лайта — стать анонимным карателем злых людей, то лично я не вижу особых причин вступать в конфронтацию с детективами, которым никогда не найти преступника, ибо круг подозреваемых — все население планеты. Вернее, круг будет таким большим только до того момента, пока Кира не будет выдавать о себе информацию. Например, влезанием в файлы полиции, убийством детективов из телевизора, убийством агентов ФБР
и так далее. В этом главная проблема Лайта. Даже имея самый тихий способ убийства, он перед каждым своим действием стучит молотом по рояле, привлекает кучу глаз и ушей, сужает круг подозреваемых. Хоть и делает он часто это с какой-то идеей, правда, уж лучше бы он бездействовал, чем рисковал ради того, что может пойти совсем не так, как Лайт предполагает. Но, скорее всего, нашему герою просто нравится переигрывать своих соперников зрелищно, привлекать к себе внимание. Он не хочет действовать, бесконечно скрываясь от полиции, являясь легендой, непобедимой, но и не способной победить. Он хочет добиться безнаказанности, повсеместного признания Киры, желает сделать так, чтобы его даже не искали, чтобы некому было его искать. Аниме показало нам, что такой момент вполне может настать, но ненадолго. Умрет Эл, пусть даже погиб бы Ния, пришли бы другие, те, кто осмелится вновь бросить вызов Кире. Может, не сразу, может, прежде пройдет много лет, но рано или поздно это случится. К тому же, действия Лайта зачастую не оправдывают свой риск, даже если учитывать его цель стать богом, красиво всех победив. Проанализируем это. Да, я даже могу со своего компьютера влезть в компьютер отца, и никто никогда об этом не догадается. Кира имеет доступ к информации о ходе расследования. Данный момент показывает всю так называемую расчетливость и осторожность Лайта. Он хотел, чтобы полиция поняла, что Кира имеет доступ к их файлам. И, конечно, это понял бы и Эл, который стал бы меньше доверять полиции, ведь теперь все, у кого есть информация по делу Киры, под подозрением. А детективы, в свою очередь, заметив то, что Эл им не доверяет, в ответ подозревали бы его, захотели бы снять с него статус инкогнито. А после информация о личности скрывающегося детектива перешла бы Лайту через файлы полиции или еще каким-либо другим способом. План неплохой, но имел немалый риск. Кира принес расследуемым его дело людям знание о том, что он имеет доступ к их информации, то есть сильно сузил круг подозреваемых. Всего лишь ради шанса того, что полиция каким-то образом сумеет добраться до Эл и зачем-то потом выдаст информацию о частном детективе, видимо, всем гражданам Японии, или же просто занесет в свои базы. Напомню, в базы, к которым, как известно, имеет доступ тот, кому очень выгодна смерть Эл и кто может убить его, зная только лицо и имя. В итоге складывается все очевидно не по плану Лайта. Многие из полицейских, узнав, что у человека, убивающего людей на расстоянии, может иметься информация о них, просто уходят из полиции, боясь за свою жизнь. А остальные, противореча предположениям Киры, вместо того, чтобы сражаться со своим, с какой стороны ни посмотри, союзником, только сильнее сближаются с Эл, встречаются с ним лицом к лицу, и странно, почему-то они не спешат заносить информацию о детективе в свои базы данных. Подведем итог вышеуказанного действия Лайта. До неудавшейся манипуляции полицией Кира был просто, возможно, школьником старших классов в Японии. Достаточно большой складывался список подозреваемых, правда? Сейчас же он является тем, кто напрямую может быть связан с полицейскими, расследующими дело Киры. Круг подозреваемых вмиг сузился с миллионов людей до тысяч, может даже сотен. Тем временем данный круг подозреваемых как раз уже начинает отрабатывать Эл. ФБР запускает слежку за полицейскими и их родственниками, включая Ягами Лайта. Он ловко расправляется с агентами бюро расследований. Здесь он, правда, грамотно и верно использовал возможности тетради смерти для того, чтобы решить проблему, которой бы, кстати, не было, не ошибись он в прошлый раз. И еще кое-что. Убив агентов ФБР, прибывших для того, чтобы проверить всех, кто имел информацию о ходе расследования дела Киры, Лайт подтвердил, что является одним из тех, кого агенты проверяли, дав о себе еще больше информации. А в какой-то момент круг подозреваемых сузился лишь до 2 семей полицейских из-за смерти Мисоры Наоми, жены агента ФБР, следившего за этими 2 семьями. Настал показательный момент. Заметьте, сейчас Лайт в ужасном положении. В то время как полиция все ближе и ближе подбирается к нему, все меры, предпринимаемые Ягами, хоть и решали проблемы, но вместе с этим только уменьшали качество его анонимности. Как итог, Эл организовал аудио и видеослежку за Лайтом, о которой он не мог знать, которая бы
точно раскрыла человека, возомнившего себя богом. Однако Лайт определил по ручке двери и грифелю карандаша, что в его комнату заходили. Тем самым догадался о слежке. К нему могла зайти сестра или мать, конечно, но тогда и бумажка, другая метка, специально очевидная, выпала бы, а семья Лайта вряд ли бы это заметила. Но заходивший точно хотел скрыть свое присутствие и заметил бумажку, а значит, скорее всего, это дело рук детективов. Правда, то, что Лайт понял, что за ним следят, не отменяет эту слежку, а значит, записывать людей в тетрадь смерти не получится, пока камеры не снимут или пока неизвестно, где именно эти камеры расположены. Казалось бы, безвыходная ситуация. Если бы только не Рюк. Рюк, который согласился узнать месторасположение скрытых камер. Рюк, который вполне мог отказать в помощи и с интересом посмотреть на то, как человечишка выбирается из такой плачевной ситуации. Ягами уже проиграл. Прямо сейчас. Вернее, проиграл бы, не будь у него инструментария в виде ручного бога смерти. А так все обошлось. Почти. Дальше Эл появляется перед Лайтом на экзамене в университете, говоря следующее. Эл, это я. Детектив пытается завести фальшивую дружбу с подозреваемым, очевидно, ради проверки. Насколько же сильно детектив должен был быть уверен в том, что Ягами Лайт Кира, чтобы пойти на такой шаг? Очень. Он должен был быть очень сильно уверен. И, кстати, сейчас тетрадь смерти в руках Ягами для него бесполезна. После того, как Эл представился Лайту, убивать его нельзя. Даже если бы герою стало известно имя Эл, его нельзя было бы просто убить. Потому что в таком случае все подозрения сразу же пали бы на нашего паренька. Сейчас как раз тот самый момент, когда наш главный герой может показать себя во всей красе. Показать, на что он способен без своей тетрадки. Однако не успел Лайт набить себе еще несколько процентов подозрения со стороны Эл своим гениальным лицемерием. В игру вошла Миса, по совместительству второй Кира. Сначала она вела себя очень неосторожно. Говорила на публику те вещи, которые не стоило говорить, вещи, которые ставили под угрозу анонимность Лайта и самой Мисы. Однако Кира сразу прибрал к рукам своего последователя, теперь девушка полностью подчиняется ему. Никаких проблем быть не должно. Так ведь? К сожалению или даже к счастью, проблемы не закончились. Аманы очень быстро раскрывают и находят улики, указывающие на то, что она второй Кира. Эл даже не предполагает свою правоту в этом, а полностью уверен. Она арестована как второй Кира, это меры предосторожности. Но пока Аманы подозреваемая, хотя в ее комнате найдены улики, которые мог оставить второй Кира. Нет, она второй Кира. И нам осталось лишь выяснить, как она убивает, знает ли настоящего Киру. Все поведение Мисы указывает на то, что это не просто обычная девушка. А раз Амана является подружкой Лайта, внезапно появившейся именно во время того, как второй и первый Кира вошли в контакт, будет огромной глупостью не понять, что Ягами и есть этот первый Кира, которому Миса, второй Кира, подчинялась. В итоге мы оказываемся в такой ситуации. Эл с точностью раскрыл личность обеих убийц. Одну из них закрыл в своей камере для допроса. Лайт проиграл. В честной битве он проиграл. Но здесь в ход вступает тетрадь смерти, а вернее ее правило, следуя которому можно отказаться от владения ею и потерять все воспоминания, связанные с богами смерти и тетрадью. То есть Лайт имеет буквально идеальный способ прикинуться невиновным. Вернее, даже не прикинуться, а по-настоящему стать обычным, искренне до глубины души уверенным в своей честности парнем. Здесь даже не нужно изворачиваться и пытаться играть какую-то роль. К слову, каждый раз, когда Ягами все же делал это, Эл будто читал его мысли и никогда не проигрывал в игре разумов Лайту. По итогу Кира, заключенный под стражу по своей инициативе, будет освобожден за счет отказа от тетради, а в это время его роль заберет случайный бизнесмен, являющийся лишь пешкой в большом плане Лайта. Да, кстати, этот план действительно интересный. Он неплохо продуман, и благодаря нему Кира заработает себе алиби. Однако подумаем. Велика ли заслуга Киры в том, что даже когда его раскрыли, он выкарабкался, если выкарабкался он только благодаря отказу от тетради смерти и потери памяти? Лайт ведь гений.
Он не должен был попасть в ситуацию, которая нерешаема без вынужденного использования сверхъестественных сил. Очевидно, что добывать к себе доверие детективов через становление дурачком не входило в планы Ягами, а пришел он к этому решению из безысходности. Оно подразумевало потерю огромного количества времени, имело под собой кучу подводных камней и строилось на больших рисках. А значит, хоть план Лайта и оказался достаточно верным, прошел он как надо, однако являлся не атакой, а рискованной и очень затратной защитой. Проведем некоторую ретроспективу битвы двух великих умов. Что Эл, что Кира совершали много ошибок. Только кто-то совершал их, недооценивая своего противника, который по итогу часто оказывался на шаг впереди, идя на неоправданные риски, очень странно это мотивируя, поддаваясь эмоциям, а кому-то просто приходилось бороться со сверхъестественными силами, убивающими на расстоянии, обнаруживающими скрытые камеры в режиме невидимости, бороться с убийцей, который вмиг может потерять все воспоминания о своих убийствах и просто обесмыслить любой психологический анализ его личности. Кира за 15 эпизодов сериала раскрыл о себе кучу информации, повелся на очевиднейшую провокацию с человеком в телевизоре, влез в файлы полиции, убил агента ФБР, следящего за ним, и его жену, хорошо держался в борьбе лицемерия в фальшивой дружбе с Эл, но все равно в итоге был вынужден пойти на крайние меры, находясь на волоске от поражения. А уж с целью сохранить свою анонимность Лайт подавно не справился. Он получил звание главного подозреваемого и просто чудом, потеряв много времени, вновь задействовав бога смерти, использовав правила тетради, о котором детективы не могли даже предположить, смог в конце концов победить. И даже этой победой он полностью обязан Рэм, которая так удачно была готова сделать все ради Мисы, находящейся в опасности, а Миса так удачно была готова сделать все ради Лайта и даже навлечь на себя эту самую опасность по приказу своего возлюбленного. Правда, подвергать себя и свою союзницу опасности у нашего героя в целом всегда получалось прекрасно. Здесь стараться особо не пришлось. В конечном итоге Лайт победил. Бог смерти убил Эл. Читы, читы, читы. О какой битве умов вообще может идти речь? Вся битва умов между Эл и Кирой была неравной. Лайт не справлялся с детективом, не мог его перехитрить. Эл был на шаг впереди почти всегда, но у него получалось перетянуть чашу весов в свою сторону чаще всего за счет использования инструментария куда большего даже, чем просто обычное орудие убийства. Сверхъестественные силы Лайта спасали его всю дорогу, а боги смерти, так удачно оказавшиеся миленькими, податливыми, влюбчивыми, буквально принесли победу Кире. И даже если мы закроем глаза на сверхъестественное происхождение всех этих вещей, что использовались Лайтом, мы вспомним, что даже имея при себе находящиеся за гранью обычного мира возможности, Лайт пользовался ими недостаточно удачно. А именно, настолько, чтобы каждую секунду находиться на грани поражения. В то же время Эл большую часть битвы с Кирой находился в доминирующей позиции. Если бы только он имел достаточное количество информации о тетради смерти, богах смерти, если бы ему дали сделать свой ход после того, как полиция заимела тетрадь, представьте, насколько быстро бы закончилась история данного аниме. Я бы ответил на этот вопрос, ведь мне еще есть что сказать, но лучше в следующий раз. Телеграм-канал в описании. Подпишитесь.